Организуем встречу с главным редактором журнала «Футбол». Погнали! Всем привет, дорогие друзья! Ну что, на моем канале сегодня главный редактор журнала «Футбол» Денис Давин. Привет. Здравствуйте. Денис, вот у меня несколько вопросов к вам есть таких, потому что, я фактически на вашем журнале вырос и получил все знания по футболу, потому что читал, много увлекался этим всем, и даже у меня стопка журналов есть у меня дома. Вот, и мне бы хотелось вам первый вопрос задать. Расскажите немного из истории, когда был основан этот журнал и какой выхлоп он имел на первоначальном этапе. Журнал появился в 1960 году. Это было связано с победой сборной России, сборной СССР на тот момент на чемпионате Европы, на Кубке Европы. Вот, и в том числе это произошло во многом благодаря тому, что в России не было специализированного издания, был только советский спорт, и захотели сделать такой в какой-то степени аналог франц-футбола. Вот, и есть знаменитая фотография, где футболисты сборной СССР Лев Яшин и Игорь Нетто спускаются с трапа самолета в Шереметьево с Кубком Европы, и у них в руках есть еженедельник «Футбол». И с разных ракурсов, вот где-то видно название, где-то нет, но у них в руках именно газета. В тот момент, вот тогда журнал был газетой, назывался, приложением к советскому спорту. Вот, и вот в руках это издание, и с этого момента и начинается история. А дальше уже все продолжалось, были разные периоды, журнал назывался «Футбол-хоккей», назывался «Футбол», сейчас опять он называется «Футбол-хоккей». Это богатая история, многочисленная, поэтому вот все продолжается, и сейчас она насчитывает уже практически 60 лет без малого. Практически юбилей. Были ли у журнала конкуренты на информационной основе в годы создания? И брал ли журнал интервью футболистов, обладателей «Золотого мяча»? Когда журнал был создан, ему в России аналогов не было, но это было на тот момент приложение к советскому спорту. Вот, поэтому о каких конкурентах тогда могла идти речь, когда все было под эгидой на тот момент Федерации футбола, Госкомспорта и так далее. То, что касается обладателей «Золотого мяча», безусловно, во-первых, это Лев Яшин, единственный вратарь. Кстати, недавно мы перепечатывали то самое интервью, которое он там давал. Причем тоже была любопытная история. Это не совсем интервью, которое он давал еженедельнику «Футбол» на тот момент. Скорее, это интервью, которое он давал «Франц-футболу». И именно поэтому там очень много затронуты тем, которые в то время, в 60-х годах, немыслимы были даже для советского человека. Что-то было написано такое, я имею в виду. Сколько он курит сигарет, какое у него блюдо, там, по-моему... Большие подробности. Там блюдо, такой деликатес, который вроде, я уже сейчас точно не помню, но похоже на омары под майонезом, в общем, какие-то такие вот вещи. И он там рассказывает, про свою жизнь. Тогда в России, в Советском Союзе было не принято отвечать на такие вопросы. И мы его перепечатали, даже сейчас смотрится современно. Желающие могут посмотреть его на нашем сайте Football.ru, набрав Лев Яшин, и будут приятно удивлены. Ссылка будет, ребята, в описании на эту крутую статью. А вообще, я имею в виду, вы брали у кого-нибудь уже таких современных футболистов, кто получил «Золотой мяч»? Когда приезжают сюда к нам, бывает, когда Кубок Легенд из этих звезд, поэтому интервью бывает. Я, честно говоря, сейчас... Рикардо Кака, я помню, приезжал как раз на чемпионат мира, было закрытие танго-лиги, это в Adidas Base Moscow был в парке Горького, он
не давал никакие интервью, просто как-никак он в Москве находился. Не, ну в этот раз не было. Я вот помню из таких вот, из ярких, вот что у нас был, Трезеге приезжал. Ну, и он, конечно, не обладатель золотого мяча, но тем не менее такой знакомый футболист. Да, потом, ну, из того, что запомнилось. Вот был такой Пауло Футре, тоже подавал большие надежды, была большая звезда в свое время. Тоже много и подробно рассказывал. Специфика нашего журнала, что мы должны много разговаривать с футболистом, чтобы получилось хорошее, интересное интервью, именно там для бумаги, для интернета, чтобы... И у них богатая карьера, соответственно, нужно как-то зацепить человека, чтобы он рассказал что-то действительно интересное, чтобы ему самому было интересно. Вот. А для этого должно быть время какое-то продолжительное. Поэтому здесь, конечно, лучше, когда куда-то едешь и там договариваешься уже посредством там, ну, когда в клубы в какие-то обращаетесь, тот же Реал или еще куда-то, тогда вот у нас были истории, когда удавалось поговорить. В свое время вот Мичел Сальгадо очень интересно, да, рассказывал. Вот. Периодически у нас бывают вот такие интервью, но вот как-то сейчас сходу воспроизвести так я не готов. Окей, хорошо, двигаемся к следующему вопросу. Следующий вопрос у меня такого вообще плана состоит, потому что я вот здесь выписал чисто как памятка. А вот расскажите, пожалуйста, вот о своих планах, вот именно по журналу. Помимо всего имеющегося, что сейчас вот есть именно в журнале, сделали бы вы еще какое-нибудь внедрение потом в дальнейшем? Ну, я имею в виду более как-то какую-то фишку придумать свою. Ну, во-первых, у нас не просто журнал, не просто то, что у нас выходит на бумаге. У нас еще и сайт ftb.ru, у нас еще и всевозможные приложения, которые это спецвыпуски, тематические издания, которые мы выпускаем периодичностью раз в месяц или чаще или меньше в зависимости от событий. Потом вот у нас есть передачи, которые периодически выходят тоже на нашем сайте «Футбол днем», где мы обсуждаем какие-то важные, главные, интересные новости, которые в футболе случились. Все наши планы, они в чем заключаются? Чтобы продвигать, создавать какие-то интересные вещи, контент, интервью, встречаться с людьми и делать что-то интересное. У нас есть еще всякие мероприятия, которые мы проводим. Мы участвуем в выставках, устраиваем встречи с читателями. Недавно выпустили книгу, посвященную московскому футболу, именно к чемпионату мира. Между собой шутим, рассказываем, что это, наверное, если Месси и Роналду спросят, какая у них любимая книга на русском языке, они скажут это, потому что эта книга была подарена всем руководителям национальных федераций и капитанам. Вот она и на английском языке тоже как раз поэтому это, есть. Очень большая работа, вы, наверное, столько сил вложили. Потому что я не уверен, что это такая маленькая книжечка, это такая... Да, я ее продемонстрирую, покажу вам как раз. Это большая, снабженная фотографиями. У нас много было всяких мероприятий, в том числе и на Красной площади мы ее презентовали. Вот, и, то есть вот у нас есть проекты, еще и книги мы выпускаем. А вот сотрудничает ли журнал с какими-нибудь блогерами на информационной основе, ну и ради взаимного сотрудничества? Ну, у нас был опыт такой, в общем, краткосрочный, выпустили порядка где-то 10 передач. Там в чем была фишка всей этой истории? В том, что брались какие-то даже статьи и снимались на основе этого какие-то сюжеты. Например, было меню Криштиану Роналду и меню Месси, и сравнивалось. Люди покупали продукты, которые они едят, соответственно, готовили из этого еду. То есть такой своего рода эксперимент. Да. И пожить в их, как говорится, да, и после этого обменивались, так сказать, впечатлениями, как прибавилось ли у них сил, и как они вообще двигаются после этого, что они спать хотят или бегать после этого. Так как у меня канал футбольный, у меня ребята, много кто занимается футболом, там пишут комментарии, то, что возьму какое-нибудь интервью, там вот что-то такое, именно вот чисто для мотивации. Вы бы могли бы какой-нибудь сувенир бы разыграть для моих подписчиков? Ну, можем, во-первых, разыграть книжку. Вот эту, которая для Месси и Роналду. Можем даже на английском языке. Ребята, вы понимаете, сколько нужно лайков поставить на этот выпуск, потому что эта книга раритет, во-первых.
и ее мы разыграем. У вас есть группа ВКонтакте? Да, конечно. Вот, тогда смотрите, мы как сделаем, ребята. Конкурс будет на такой основе. Вам надо будет подписаться на группу журнала «Футбол». Это раз. Во-вторых, репостнуть данный выпуск, который вы сейчас только что увидели. И буквально через 2 недели мы случайно выберем победителя, и он получит вот эту крутую книгу. А какую, мы вам сейчас покажем. Ребят, я думаю, это вообще будет очень круто. И для вас это будет мотивация, потому что я уверен, что в этой книге очень много всего классного и интересного написано, потому что, ну, ребят, если вы меня смотрите, вы мне иногда даже задавали вопросы на стримах, и даже кто-то там написал, говорит, чувак, откуда у тебя такие познания в футболе? Я могу сказать так, что благодаря вот этому журналу я начал увлекаться футболом, информативно увлекаться также, чтобы знать, кто какой игрок играл, за какой клуб, сколько он забил, его статистика, его вообще футбольный путь. Поэтому я уверен на все 100%, что эта книга просто очень классная, и вы... Кто-то, один из вас, должен ее выиграть. Сейчас посмотрим, какая это книга. Ребят, ну я думаю, я не буду представит ее Денис, эту книгу. Вот это та самая книга, которая могла побывать в руках Месси, Роналду и компании именно в таком виде. И кроме них ее точно никто не видел, потому что это ограниченный тираж. Ребят, вы понимаете просто, ну, какой вообще раритет я выбил вам. И как я и назвал условия всего конкурса, подписывайтесь на группу журнала «Футбол», а Денису, спасибо большое, что он вообще дал сегодняшнее интервью, вам больших успехов, потому что, ну вот, все, что я сейчас имею, все, что я знаю о футболе, я должен благодарить вас, ваш журнал, потому что, ну... Я на нем и учился, реально. Я очень много игроков, особенно мне очень рубрика понравилась «Великие клубы». Там просто вот, ребят, если вы хотите, просто посмотрите в архивах, я уверен, она где-то, может, есть в свободном доступе. У нас есть на сайте как раз архив, где можно в PDF скачивать вот эти выпуски. Вот. И вы там увидите просто много информации о великих клубах, таких как Манчестер Юнайтед, Барселона, Реал Мадрид, Милан, Ювентус и многие другие крутые клубы. Ну и также вы посмотрите историю, кто за эти клубы играл, какие крутые игроки там играли, и плюс кто даже обладателем мяча был в этих клубах, ну добился больших реально успехов. Поэтому подписывайтесь, участвуйте в конкурсах и до новых встреч. Пока-пока.